Животные, которые отправились на войну. Хоть и считается, что Первая мировая война была войной машин, моторов и технологий, она была бы невозможной без животных. Лошади, ослы, мулы, верблюды перевозили раненых, еду, воду, боеприпасы и медикаменты. Собаки и голуби передавали сообщения. Канарейки и мыши использовались для обнаружения ядовитого газа, а кошек и маленьких терьеров обучали охотиться на крыс в окопах. Более 16 миллионов животных служили в Первой мировой войне. Собаки. Собак издавна использовали для охраны и охоты, но для их внедрения в армию потребовалась индустриальная война. В начале 20 века европейские страны начали разрабатывать стратегии дрессировки и воплощать их в жизнь. И уже во время Первой мировой войны вырисовалось 6 ключевых профессий собак. Первое – посыльные собаки или собаки-связисты. Посыльные собаки или собаки-связисты играли важную роль в передаче письменных сообщений на поле боя. Поскольку телефонные линии часто выходили из строя или нарочно перебивались вражескими силами, это означало, что сообщения приходилось отправлять вручную, что было медленным и опасным способом для людей посыльных. Обученные собаки могли без труда преодолевать простреливаемые участки с высокой скоростью. Небольшой размер делал их менее заметными, а правильная дрессировка обеспечивала надежность в качестве курьеров. Помимо переноски корреспонденции между фронтом и тылом, их также использовали для прокладки телефонных кабелей с помощью специально разработанных кабельных катушек и для переноски боеприпасов. Немецкая овчарка с катушкой, привязанной к спине, прокладывает телефонную линию на передовой. Август 1914 года. Немецкая армейская собака-связник приносит еду солдатам, находящимся на передовой. Западный фронт, сентябрь 1917 год. Сержант из секции связи королевских инженеров вставляет сообщение в цилиндр, прикрепленный к ошейнику собаки. Август 1918 год. Французская собака посыльная, 1916 год. Группа кинологов стоит со своими собаками у питомников британской армии 20 апреля 1918 года. 3 собаки в центральном питомнике службы посыльных собак. Британские посыльные собаки со своим проводником. Франция. Кинолог читает сообщение, принесенное собакой посыльным, которая только что переплыла речной канал. Связная собака перепрыгивает через германскую траншею, доставляя сообщение. Королевский инженер с собакой посыльным в траншее в Этапле 28 августа 1918 года. Собаки-разведчики. Собаки-разведчики Первой мировой войны были хорошо обучены и должны были быть очень дисциплинированными и тихими. Их роль заключалась в работе вместе с солдатами, которые шли пешком и патрулировали местность перед ними. Эти собаки были очень полезны для военных, поскольку они могли обнаружить запах врага на расстоянии до 1000 ярдов, раньше, чем это мог сделать человек. Собаки-истребители крыс. Жизнь в траншеях была далека от чистоты. Еда, отходы, неубранные тела привлекали разного рода паразитов, в том числе и крыс. Они были раздражающими, потенциально переносили болезни, и их было очень много. Собаки времен Первой мировой войны, особенно терьеры, оказались продуктивными охотниками на крыс. Это был бесценный навык в кишащих крысами окопах войны. Вместо того, чтобы солдаты сосредотачивали свое внимание на них, они заставляли собак приходить и разбираться с вредителями. И это могло позволить солдатам сосредоточиться на текущей задаче, не отвлекаясь. Первое. Здесь терьер позирует с некоторыми из своих убитых животных недалеко от линии фронта во Франции в мае 1916 года. Второе. Терьер полка британской армии с пойманными крысами в окопах на Западном фронте во время Первой мировой войны. А это коммерческая открытка с подписью «Никаких признаков недостатка мяса». 2 немецких солдат позируют с крысами, пойманными в их траншее. Сторожевые собаки. Эти собаки были бесценны, особенно ночью, когда они могли предотвратить любые ночные неожиданности со стороны противника. Они не позволяли мародерам приближаться к ценным складам, а шпионам устраивать диверсии.
Эти сторожевые собаки часто сидели рядом с солдатом, который был на страже, и часто они могли предупредить его о приближении беды. Обычно на эту роль ставили доберманов. И эти сторожевые собаки были обучены лаять и рычать, когда незнакомец приближался к лагерю или посту. Ездовые собаки. Некоторые собаки выполняли задачи перевозки снарядов и других грузов. Их силу и выносливость ценили в условиях передвижения на поле боя. Собаки могли тянуть лафеты пулеметов, которые также несли часть боеприпасов для пулемета весом до 200 фунтов на большие расстояния. Они были вполне способны поддерживать темп 4,5 миль в час на большом расстоянии по хорошей дороге. Относительно низкая стоимость собак по сравнению с лошадьми, а также их относительное отсутствие необходимости в содержании, без необходимости в подковах и так далее, сделали собак отличным вариантом. Они также имели гораздо более низкий профиль, чем вьющие лошади, что позволяло им оставаться рядом с пушками, готовыми к перемещению под укрытие во время боя, и с ними было гораздо легче общаться, без необходимости в специально обученных войсках. Бельгийские солдаты с пулеметными тачанками, заряженными собаками. Бельгийские солдаты использовали собак для перевозки пулеметов. Мобилизация голландской армии. Телеги с пулеметами, заряженные собаками. Бельгийцы тренируют собак с пустыми пулеметными тележками. Бельгийские карабинеры с пулеметными тачанками, заряженными собаками, выдвигаются, чтобы противостоять наступающей немецкой армии во время отступления к Антверпену 20 августа 1914 года. Бельгийские солдаты везут пулеметы на собаках. Бельгийские мастифы тянут повозку с тяжелым пулеметом. Декабрь 1914 года. Санитарные собаки. Санитарные собаки, известные также как собаки Красного Креста, а также называемые собакой милосердия в Италии, были обучены находить раненых на поле боя. Они безошибочно находили живого человека без сознания. Собаки часто носили с собой аптечку, чтобы раненые, которые могли помочь себе сами, использовали ее содержимое. И им приписывалось спасение тысячи жизней. Собаки-санитары также использовались Соединенными Штатами в Корейской войне. За 4 кровавых года Первой мировой войны обе стороны использовали более 50 тысяч собак. Это информация из книги Тео Ягера «Разведчики, Красный Крест и армейские собаки». На фотографии изображена собака, ожидающая носильщиков, где лежат раненые. Собака французского Красного Креста, раненая за свою страну, которой врач перевязывает лапу. 1908 год. Тренировка собаки Красного Креста, которая зовет на помощь раненому. Солдат забирает марлю у британской собаки Красного Креста. 1915 год. Собака тренируется спасать раненого солдата в 1917 году. Майор Эдвин Ричардсон с боевыми собаками Красного Креста во время Первой мировой войны. Спасательная собака на передовой. Неотложная медицинская помощь на Западном фронте. Мисс Лоусон и мисс Хесман со своими собаками возле своих машин скорой помощи в Калле. Январь 1917. Животные использовались не только для работы. Собаки, кошки и более необычные животные, включая обезьян, медведей и львов, содержались в качестве домашних животных и талисманов, чтобы поднимать боевой дух и обеспечивать утешение среди тягот войны. Собака-талисман или маскот была в равной степени военной собакой и тоже служила в опасных местах, но ей доставались куда более приятные задания. Она дарила солдатам дружбу и симпатию. Иногда она могла услышать вражеские патрули и учуять опасность, но чаще всего она слушала шепот тоскующего по дому солдата. Собака-талисман давала надежду и поднимала моральный дух, а ее тепло согревало даже в самые темные ночи. Французские солдаты в противогазах держат своего талисмана, который также облечен в маску. 1916 год. Французский бульдог по кличке Мат работал в службе доставки сигарет. Он был французским курьером, который доставлял сигареты и дарил свою дружбу солдатам. Собаки обеспечивали психологическое утешение, пусть даже на мгновение. Сержант Стебби вместе с мисс Луизой Джонсон
на платформе во время парада животных по Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Стеби 4. Здесь мы можем увидеть уважаемого сержанта Стеби в компании со своим подчиненным и одновременно хозяином, капралом Робертом Конраем. Ослы и мулы. В Первую мировую войну пригодились даже такие упрямые животные. Множество ослов было доставлено на берег в Галлиполи для помощи с транспортом. Ослы несли службу наравне с лошадьми. Они перевозили боеприпасы и воду из бухты Анзак по крутым склонам холмов к людям в окопах. Они также стали ходячими машинами скорой помощи. Ослы обычно нагружались грузом, превышающим их собственный вес по меньшей мере в 3 раза. Фотографии и рассказы показывают, что ослы несли еду, одежду, кастрюли и сковородки, и, конечно, воду, в то время как вокруг них продолжали стрелять пушки, обычно под покровом темноты. Так, во время Галлиполийской операции прославился осел санитара Симпсона. Вместе со своим хозяином под огнем он вынес сотни раненых, пока не погиб сам. В Риме даже поставили памятник ослу с горной пушкой на спине. Рядовой Симпсон с ослом и раненым солдатом. Галлиполи, 1915 год. Вьючные мулы, груженные тяжелыми артиллерийскими снарядами. Разгрузка мула в Александрии, Египет, 1915 год. Британские мулы, увязшие в воронке от снаряда. Рождество 1916 года. Солдаты счищают грязь с мула возле Бернафайского леса, 1916 год. Солдат Первой мировой войны с боевым мулом. Немецкие солдаты и осел в противогазах, 1915 год. Египетский осел был талисманом военного корпуса Новой Зеландии во Франции. Эти фотографии были сделаны в Лувенкуре 20 апреля 1918 года. Сербская артиллерия в действии на Солонинском фронте в декабре 1917 года. Лошади. Самая тяжелая работа в годы Великой войны выпала на долю лошадей. Все снабжение армии и их перевозка, прежде всего артиллерии, вне досягаемости железных дорог, обеспечивались почти исключительно конной тягой. По мере затягивания войны потребность армии в этих животных все время возрастала. Так, осенью 1914 года в русской армии имелось 670 тысяч лошадей, а к сентябрю 1917 года уже более 3 миллионов. На фронтах Первой мировой погибли, по приблизительным оценкам, более 8 миллионов лошадей, что сопоставимо с людскими потерями воевавших стран. Хотя точных дат на этот счет нет, достоверно известно, что одна только Великобритания отправила во Францию 1 миллион лошадей, из которых вернулись лишь 62 тысячи. Лошадь, обремененная окопными сапогами, с трудом пробирается по грязи рядом с солдатом на фронте Соммы. Немецкие солдаты позируют рядом с лошадью, на которой установлена специальная рама, предназначенная для размещения захваченного русского пулемета «Максим» М19-10 с колесным креплением и ящиком для боеприпасов. 2 лошадей тянут трамвай с солдатами, направляющимися на фронт Кут, 1916 год. Доставка припасов в лагерь за линией огня, 1916 год. Лошади британских войск тонут в грязи во Фландрии. Разгрузка лошадей, 1916 год. Солдаты бинтуют раненую ногу лошади, 1917 год. Артиллерия США в пути, 1918 года. Солдаты в траншеи с лошадьми, груженными провизией, 1915 год. Верблюды. Во время Первой мировой войны был сформирован имперский верблюжий корпус, изначально из австралийских пехотинцев, для подавления восстания синуситов в западной пустыне Египта. В декабре 1916 года имперский верблюжий корпус был организован в бригаду для поддержки более масштабных военных действий против османских сил в регионе. Верблюды хорошо подходили для жизни в пустыне. Они могли нести 145 килограммов и обходиться без воды до 5 дней. И едят они практически любую зеленую растительность, которую могут найти в пустыне. Лошади также использовались войсками, но им требовалась вода ежедневно.
Более 4000 верблюдов были получены из Индии и Египта для поддержки этих сил. Во время кампании в Египте и Палестине в 1916-18 годов верблюды из вспомогательных подразделений бригады перевозили оружие, еду и боеприпасы. Они также действовали как импровизационная санитарная служба, перевозя раненых солдат. Австралийцы из имперского верблюжьего корпуса на марше 1917-18 годов. Слева направо обратите внимание на форму австралийских, британских, новозеландских и индийских солдат из верблюжьего корпуса. Верблюд на коленях с коколетом, прикрепленным к его спине, использовался для перевозки раненых солдат во время Первой мировой войны. Верблюды, перевозящие воду. Каждый из них нес 2 45-литровых бака. Транспортировка раненых на северо-западе Индии, 1917 год. Немецкий верблюжий корпус, созданный в Германской и Восточной Африке, 1915 год. На фото ожидание начала решающей битвы в Палестине, 7 сентября 1918 года. Голуби. Использование голубей для доставки сообщений не требовало особо сложного обучения. У этих птиц врожденный инстинкт возвращения к своему гнезду или голубятне. Птиц сначала отпускали на короткие расстояния, а потом на дальние. Станции для голубей-почтальонов были установлены за линией фронта, а сами голуби отправлялись вперед, чтобы позже вернуться с сообщениями, привязанными к их лапам. К концу войны только англичане располагали штатом из 6000 связных голубей. Один из голубиных бойцов года войны получил посмертно звание полковника британской армии. Имени у птицы не было, только номер — 3 восьмерки. За годы войны птица доставила несколько сотен сообщений и погибла, выполняя очередное задание. Еще одним героем Первой мировой войны стал голубь по кличке Шер Ами, в переводе «дорогой друг». В октябре 1918 года, будучи раненым в грудь и крыло, он доставил в штаб армии США письмо с просьбой о подкреплении и спас 200 американских пехотинцев, попавших в окружение в Аргонском лесу на севере Франции. Английские солдаты прикрепляют сообщение к почтовому голубю. Голубь-почтальон с прикрепленным сообщением. Отправка сообщения с помощью голуба-почтальона в швейцарской армии во время Первой мировой войны. Капсула для сообщений голубя-почтальона. В 1907 году Юлиус Неуброннер запатентовал конструкцию камеры, которую можно было прикрепить к голубям, и которая автоматически делала снимки во время их полета, чтобы отслеживать их путешествия. Солдаты прикрепляют сообщение к птице перед вылетом из окопа, 1917 год. Почтовый голубь выпускается из британского танка, 1918 год. Британские солдаты выпускают почтового голубя. Голуби бельгийской армии. Французские солдаты с 2 голубями-почтальонами, привязанными к их дорожной корзине. Защита от газа для немецких почтовых голубей во время Первой мировой войны. Солдаты надевают противогазы и помещают почтовых голубей в ящик для защиты от газа. Слоны. Использование слонов в военных целях, согласно санскритским источникам, началось около 1100 лет до нашей эры. Во время Первой мировой войны большинство лошадей в Англии были закуплены для использования на войне. Их немедленно отправили на Западный фронт. Но поскольку фермерам все еще нужна была работа, им пришлось найти новых животных, чтобы заменить этих лошадей. Альтернативой, которую им удалось найти, стали слоны. Слоны, привезенные в Англию во время Первой мировой войны, использовались для множества целей. Однако в первую очередь они заменяли лошадей для перевозки сена и вспашки полей. Но также у них были важные задачи, и их использовали для перевозки оружия и боеприпасов, а также различных машин. Слоны могли переносить гораздо больше вес, чем лошади,
поэтому они идеально подходили для этих задач. Германские войска используют слона для транспортировки древесины. Известная фотография слона, обнаруженного немцами в одной из оккупированных французских городов. Фотографии работающего на немцев животного использовались в пропагандистских целях. Слона из бельгийского зоопарка задействуют на бельгийской ферме во время Первой мировой войны, 1915 год. Индийский слон из зоопарка Гамбурга помогает немецким солдатам разобрать завалы во французском городке Валансьен. Слоны на службе в немецкой армии, Берлин, 1917 год. Нелли в Шеффилде перевозит технику во время Первой мировой войны. Ее купили у передвижного зверинца, чтобы заменить лошадей, реквизированных для армии. Она доставляла уголь и боеприпасы на железнодорожную станцию и собирала металлолом для сталелитейного завода. Лиззи из цирка Сенгера пашет поле, 1916 год. Слон не очень хорошо отреагировал бы на звук этого пулемета Кольт М1895, находящегося в нескольких сантиметрах от его ушей, 1914 год. Лиззи, рабочий слон, церковная слониха Лиззи помогала военным, заменяя лошадей в городе. Обезьяна. В одном из военных отрядов Южноафриканской армии была обезьяна по имени Джеки. Она была оправданно известна своим умом и ловкостью, и ее использовали для передачи сообщений и выполнения различных заданий на поле боя. Благодаря своей отличной подготовке и надежности Джеки стала неотъемлемой частью отряда. Ее доблестные действия не оставались незамеченными. Командирование Южноафриканской армии решило отметить Джеки за ее отвагу и преданность. Ей была присуждена медаль за отвагу и воинское звание капрал, что еще больше подчеркнуло ее важность и признало ее вклад в войну. История Джеки стала известна во всем мире. Ее подвиги во время Первой мировой войны стали символом верности и необычайной храбрости. Она стала настоящей национальной героиней, вдохновляющей не только солдат, но и всех людей в Южной Африке. Мыши. Подводные лодки Первой мировой войны были далеки от совершенства. Система очистки воздуха еще не существовала, и экипажи нередко получали отравление либо выхлопными газами, либо углекислотой. После того, как 16 февраля 1905 года на стоянке в результате взрыва паров топлива затонула подводная лодка «Опять», английское адмиралтейство выдало предписание иметь на всех субмаринах белых мышей в клетках в качестве индикаторов утечки топлива. Сначала мышей использовали в угольных шахтах для обнаружения токсичных газов, но поскольку их было нелегко заметить, их заменили более красочные канарейки. Хотя их заменили электронные детекторы, канарейки не были окончательно выведены из британских угольных шахт до 1980-х годов. Кошки. Все знают о собаках на войне, но и без кошек дело не обошлось. Во время Первой мировой войны кошки были частыми спутниками солдат в окопах, в первую очередь помогая ловить мышей. В 1915 году немцы впервые стали использовать смертоносный хлор во время апрельского сражения на Ипре против союзных армий Англии и Франции. С тех пор обе враждующие стороны начали активно применять химическое облако из ядовитых газов друг против друга. Были разработаны первые противогазы и другие средства для защиты солдат от вредоносного действия таких веществ. Однако вопрос о предупреждении газовых атак все еще оставался нерешенным. К счастью, совсем скоро люди заметили, что кошки очень странно себя ведут как раз перед стартом смертоносной газовой атаки. Если кошка внезапно меняла поведение и убегала, это было верным сигналом для солдат надеть защиту от химического оружия. Был кошачьим талисманом линкора HMS Dreadnought, 4 июля 1918 год. Стрелок из пулемета Льюиса 6-го батальона Йоркского и Ланкастерского полка на фотографиях с кошачьим талисманом полка в окопе недалеко от Камбрина. Пикардия, Франция. Рождество 1916 года. 49-й пехотный полк Форт Дюамонт в компании кота.
Хотя трудно полностью подсчитать общую численность животных на войне, но имперские военные музеи полагают, что в ходе Первой мировой войны служило более 16 миллионов животных. На фото мемориал животным, участвовавшим в войне, расположенный в Брукгейт, Парк-Лейн, Лондон. Этот памятник является трогательной данью уважения всем животным, которые служили, страдали и погибли вместе с британскими и союзными войсками в войнах и конфликтах XX века. Война — это страшное время, когда народ, как на передовой, так и в тылу, проявлял немеренную отвагу и мужество. Как никогда в такие времена была важна дружба, преданность и взаимопомощь. И всегда на помощь человеку приходят животные. Следует учитывать, что ни одно животное не принимало участие в войнах сознательно, но некоторые представители животного мира проявляли себя как настоящие герои, достойные для примера людям. И очень важно, чтобы люди помнили и чтили эти подвиги. Вечная память четвероногим и пернатым героям.